Привет! Сегодня у нас будет немного нестандартный урок, я думаю, вы сами понимаете, поэтому началу. Но вы только посмотрите, в какую греческую богиню она преобразилась. Да как ты грубо мою голову шевелишь? Пошутили и хватит, наношу жидкий лак на прядку, затем ее расчесываю. Завивать буду на плойку диаметром 38 мм, так как в итоге я хочу получить крупную волну. Открываю щипчик, завожу прядь и накручиваю ленточной накруткой. Температура плойки 180 градусов, я держу прядь примерно 5 секунд и затем отпускаю ее на ладонь. Если вы никуда не торопитесь, вы можете заколоть пряди в таком положении, как накрутили. Таким образом, они будут более упругими и укладка продержится дольше. Этот метод называется с протяжкой. Я хочу, чтобы локоны получились не прямо от корней, а примерно на уровне уха. Соответственно, я ставлю плойку на этом уровне, закрываю щипчик и протягиваю ее вплоть до конца. Плойкой бренда Бабаевский. Мне очень нравится, что она нагревается за секунду, и она очень легкая, то есть не чувствуется в руках и руки не устают. Заказать ее можно по номеру телефона, который я оставлю в описании. Я решила добавить длины волосам, потому что на финише я хочу получить классную волну, очень впечатляющую. Для этого я возьму натуральные трессы из натуральных волос и покажу вам один из способов, как их правильно добавить. Отделяю прядь примерно сантиметр толщиной, делаю грязный начес и затем добавляю трессы примерно, чтобы подходили по цвету, либо были немного светлее. Так всегда волосы на финише перемешиваются и выглядит очень интересно, очень красиво. Трессы у меня без всяких зажимов, поэтому я креплю их на обычные невидимки. Только учтите тот момент, что невидимки должны быть крепкие и качественные. Знаете, бывают такие китайские невидимки, которые ты легко можешь разогнуть, и они останутся в таком же положении. Так вот, они здесь совершенно не подходят. Вы можете даже купить специально тугие невидимки именно для этого момента. Даже если трессы уже с зажимами, я все равно предпочту на всякий случай заколоть их невидимками, чтобы быть уверенней. Я прошиваю трессы с волосами прямо насквозь, как иголочкой, 3-4 невидимками, особенно если это невеста. Потом еще дергаю в конце, проверяю, все ли остается на месте. Это очень ответственно.
Самое главное, не бойтесь здесь делать грязный начес, потому что он остается внутри. Вам нужно сделать его плотным, чтобы вы могли зацепить трессы, и они оставались неподвижными. Если вы сделаете слабый начес, трессы просто начнут сползать вниз под своей тяжестью. В итоге я добавила по 3 пряди тресс с каждой стороны. И остатки волос наверху я просто начесываю для объема, но переднюю поверхность уже чищу, чтобы начес не был виден с лица. Ну а теперь начинаем разбор того, что мы накрутили. Я посыпаю пудрой, добавляю для жесткости волос, затем вычесываю все, что накрутила, начиная с кончиков и поднимаясь выше. Не оставляйте никаких запутанных узелочков, нужно все вычесать начисто. Затем я ставлю расческу под прядь и начесываю, таким образом создавая фундамент, который будет держать нашу волну весь вечер напролет. Фиксирую лаком, в этот раз у меня Got to Be от Schwarzkopf. Вы знаете, он неплохой, но не получается его вычесывать чисто. То есть, если вы новичок, вы делаете какую-то прическу, у вас не получился элемент, вы хотите его счесать, волосы после него остаются слипшиеся. С противоположной стороны делаю точно так же. Сначала начесываю, затем чищу сверху, распределяю эту прядь пошире и фиксирую. Теперь вы увидели своими глазами, что она действительно очень легкая в исполнении, каждый сможет ее повторить. Если вам понравилось это видео, обязательно оставьте комментарий, потому что только они меня вдохновляют на следующие видео для вас. Спасибо за просмотр, увидимся в субботу в новом видео.